рады приветствовать вас на нашем канале «Доктор здоровья». Я часто вижу одну и ту же картину. Человек живет, работает, терпит, списывает усталость на возраст, а тяжесть после еды на что-то не то съел. Но именно так поджелудочная подает первые сигналы. Тихо, без боли. И если их не услышать сейчас, позже она заставит слушать иначе. Поджелудочная– орган терпеливый. Она не кричит, не требует внимания сразу. Она просто перестает помогать. Пища больше не усваивается, как раньше, энергия уходит, сахар начинает прыгать. И большинство людей в этот момент лечат все, кроме причины. Я расскажу, что нужно делать правильно, шаг за шагом. Важно понять главное. Поджелудочная страдает не внезапно. Это результат привычек. Резкие перекусы, холодная еда, постоянный стресс, вечерние перегрузки. Орган не ломается, он изнашивается. И именно поэтому восстановление начинается не с таблеток, а с пересмотра простых, но критичных вещей. Первое, что я всегда отмечаю – режим. Поджелудочная любит предсказуемость. Когда еда поступает хаотично, она работает в аварийном режиме. Простое правило – теплая пища, небольшие порции, одинаковые интервалы. Уже через несколько дней люди замечают – уходит тяжесть, снижается вздутие, появляется легкость. Теперь о том, что в народе использовали десятилетиями. Не как лечение, а как поддержку. Например, овсяный отвар. Не хлопья, а цельный овес. Он мягко обволакивает, снижает раздражение и дает поджелудочную передышку. Готовят просто. Замачивают, томят, пьют теплым, небольшими глотками. Еще один забытый помощник – отвар шиповника. Он не стимулирует агрессивно, а улучшает обменные процессы. Главное – не делать его концентрированным. Поджелудочной не нужны удары, ей нужна стабильность. Именно в этом ошибка большинства. Они хотят быстрый эффект, а получают обострение. Отдельно скажу о том, что нужно убрать, хотя бы временно. Жареное, алкоголь, избыток сахара. Даже по праздникам. Поджелудочная не понимает слов «иногда». Для нее это каждый раз стресс. И пока человек ищет чудо-рецепт, орган продолжает работать на износ. Интересный момент – поджелудочная тесно связана с нервной системой. Постоянное напряжение буквально бьет по ней. Поэтому народная практика включала не только отвары, но и ритуалы покоя. Теплый вечер, медленное дыхание, сон до полуночи. Это не мистика, а физиология. Часто спрашивают о травах. Да, ромашка и календула применялись как мягкие противовоспалительные средства, но важно помнить дозировку и курсовой прием. Не все сразу, не постоянно. Поджелудочная не любит избыточного внимания так же, как и игнорирование. И вот здесь большинство делает ключевую ошибку. Останавливается. Почувствовали улучшение и вернулись к прежнему образу жизни. А ведь именно в этот момент нужно закреплять результат. Дальше я расскажу о питании, утренних привычках и одном простом действии, которое меняет все. Питание для поджелудочной – это не диета, а стратегия. Основа – простота. Супы на воде или легком бульоне, запеченные овощи, каши без масла. Органу важно не разнообразие, а отсутствие перегрузки. Именно так в народе говорили – лучше меньше, да вовремя. Утро играет решающую роль. Поджелудочная просыпается медленно. Стакан теплой воды – обязательный минимум. Некоторые добавляют несколько капель лимона, но только если нет раздражения. Резкие вкусы с утра – ошибка. Органу нужно мягко включиться в работу, без рывков. Многие не знают, что холод – скрытый враг поджелудочной. Холодная еда, напитки из холодильника, даже привычка пить ледяную воду летом – все это заставляет орган спазмироваться. Народная медицина всегда настаивала – все должно быть теплым, почти комнатным. Есть простой рецепт, который часто упускают. Картофельный сок, свежий, без соли. Его пьют курсами, небольшими порциями. Он не лечит, но снижает агрессивность среды.
Главное, не превращать его в панацею и не пить бесконтрольно. Поджелудочная тесно связана с печенью и кишечником. Если там хаос, она страдает первой. Поэтому в народе уделяли внимание мягкому очищению. Запеченная тыква, свекла, кисели. Эти продукты снимают нагрузку и помогают восстановить естественный ритм пищеварения. Отдельно скажу о времени приема пищи. Есть поздно вечером значит заставлять поджелудочную работать тогда, когда она должна отдыхать. Самое разумное – последний прием за 3-4 часа до сна. Это не строгость, а уважение к собственному телу. Интрига в том, что улучшение часто приходит незаметно. Не сразу исчезает боль, но появляется ясность в голове, ровная энергия, стабильный аппетит. Люди думают, что это совпадение, но именно так поджелудочная говорит: «Мне стало легче». Важно понимать, народные средства – это не замена врачам. Это фундамент. Они работают только тогда, когда человек перестает вредить сам себе. Без этого ни один отвар, ни одна трава не дадут результата. Поджелудочная не прощает самообмана. Я рассказываю об этом не ради сенсации, а потому что вижу, как простые шаги меняют состояние людей. Без крайностей, без страха. Когда понимаешь, что и зачем делаешь, организм начинает отвечать благодарностью, а не болью. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Если информация была полезной, поддержите канал лайком, напишите в комментариях, сталкивались ли вы с такими сигналами организма. И обязательно подпишитесь на канал Доктор Здоровья. Здесь говорят о важном просто и честно.